Внимание, внимание! Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале BlockProger. Сегодня мы с вами поговорим, как из расширения Py переделать в X. То есть, чтобы Windows мог спокойно открывать ваш файлик, вашу программку, и не нужно будет устанавливать на чужой компьютер. Допустим, если вы хотите скинуть другу там, или знакомым какой-то файлик или программку, чтобы не нужно было устанавливать Python или среду для разработки PyCharm и вставлять туда код, а просто нажать 2 раза, открыть и выполнить ваш код. Итак, давайте приступим. Как же это сделать? Ну, для начала вам нужна программа. Как видите, программа уже была написана. Она на самом деле самая простенькая. Тут используется как раз все, что, возможно, вас будет интересовать. Это импорт библиотеки, импорт функций, также какое-то написание в консоли. То есть в целом все, что может быть в программе, тут как бы специально указано для наглядности. Итак, как же нам все-таки форматировать и конвертировать наш файл Py из расширения Py в X? Для этого заходим в консоль и прописываем pip install Py installer. Это библиотека, которая позволит нам как раз-таки и сделать нужные нам действия по переводу из формата Py в X. Итак, все устанавливается. Все, установка прошла успешно. Давайте теперь попробуем узнать, хорошо ли и корректно ли установилась данная библиотека. Для этого нужно написать py installer 2-version. Как видите, версия 5.1. По сути, желательно всегда какие-то библиотеки, которые вы устанавливаете, так проверять на их корректность установки. Что же теперь нам нужно, чтобы вот конкретно этот файл взять и переделать в exe файл? Для этого обращаемся к PyInstaller. Теперь, сейчас я пропишу такую штучку, -f, и попозже объясню, что это значит. И далее мы обязательно пишем название нашего файла, который мы хотим как бы переделать в exe файл. И нажимаем Enter. Все, наш файл закончил свою обработку. Теперь, чтобы его открыть, для этого нам нужно свернуть PyCharm и написать название нашего файла. Он будет вот с таким расширением, с такой картинкой, и его открыть. Он также появится в вашем проекте, то есть вот в папке dist, но просто эта папка появляется не сразу, поэтому ее можно, так сказать, не сразу увидеть, поэтому лучше просто через поиск. Папка, которая появилась build, она нам не нужна, ее мы удаляем. Она создавалась, чтобы как раз-таки данный файл был преобразован. И теперь давайте выведем ее сюда. Также в нашем проекте вот эту папочку удалим. Так. Удалить. Теперь давайте попробуем запустить нашу программу main.x. Мы нажимаем 2 раза, сразу же открывается, начинается выполнение кода, то есть поиск каких-то документов. Давайте вот, например, попробуем открыть какой-то вот файл в JPEG формате, и что нам выдаст. Как видите,
программа закончила свое действие. Чтобы такого не было, лучше в вашей программе, когда вы ее скидываете, чтобы она просто сразу же не закрывалась, если вам нужно какой-то текст выдать в консоли, написать здесь input и нажмите Enter, чтобы закрыть. Теперь давайте еще раз попробуем сделать наш файл, чтобы он корректно отображался. Теперь я хотел бы еще подробнее поведать про буковку F, которую я писал. F — это значит, что файлик будет одним, то есть не будет целой папки, в которой будет множество файликов. Если вы захотите, можете попробовать написать данную строчку вот так вот, без буковки F. Тогда у вас просто будет не одним файлом, а несколькими. Но для удобства я считаю, что лучше всегда одним файликом это делать все. Также, если вы, например, хотите посмотреть какие-то дополнительные команды, вы можете просто написать PyInstaller, и вам тут выдаст огромное количество каких-то команд, которые вы можете либо загуглить, либо просто попробовать, что они сделают. То есть, но самое основное и базовое я вам показал. Теперь давайте еще разок посмотрим на эту программку. Мы вот этот старый файлик удалим. Так, вот этот мы копируем, вставляем. Опять же, main.x. Давайте я вам покажу. Вот формат x. И теперь давайте запустим. Опять же, открывается, открыть. И, как вы видите, вывелась наша программка и то, что мы писали. Нажмите Enter, чтобы закрыть. Вот. То есть любую программу можно в целом закомпилировать в X формат и пользоваться или отправлять друзьям. Также хочу заметить, X-файлы другими компьютерами и их антивирусниками воспринимаются не всегда корректно. Антивирусник может начать ругаться, если это чужой компьютер, потому что когда из интернета скачиваются X-файлы, антивирусники всегда так делают. Потому что часто, как вы понимаете, можно под X-файл какой-то вредоносный код закомпилировать, и он при запуске будет обрабатываться и сделать какой-то троян, например. Поэтому, если что, не пугайтесь, спокойно отправляйте ваши файлы, в этом ничего такого нет. Это на все X файлы с расширением X так реагируют антивирусники. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале BlockProker. Подписывайтесь и ставьте лайки. Также не забывайте заходить на сайт blockproker.ru. Там очень много полезной и интересной информации. Всем пока!